Всем-всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня более подробно хочу поговорить о своем джемпере с очаровательной круглой кокеткой. И мои зрители видели этот джемпер как готовое изделие в моем воскресном вязальном влоге. Вчера я выпустила шот, где показала, как это изделие смотрится на мне. Ну а сегодня более подробно хочу о нем поговорить. На самом начале хочу сказать краткую информацию для новичков моих каналов. У меня несколько площадок, но видео выходит только на двух. Это в YouTube и Рутюбе. И каждый день кто-то добавляется, каналы растут, чему я очень рада. Всем добро пожаловать! Но зрители заходят на разные видео. И совсем недавно у меня была парочка комментариев с вопросом: Татьяна, а снимаете ли вы мастер-классы? У меня разноплановые видео, и я считаю, чтобы познакомиться, какой контент предоставляет тот или иной блогер, нужно зайти на канал и просто посмотреть. Я вам предлагаю зайти на главную страницу моего канала, дойти до вкладки «Плейлисты», и вы увидите много разных папочек. У меня все собрано в папочке, практически вся информация. И там вы увидите, что у меня есть. Как раз большая часть моих видео это и есть мастер-классы и описание на мои изделия. Видео описание на мои изделия. Ну что ж, а сейчас давайте с вами перейдем вот к этому красивому джемперу с круглой кокеткой. Я сказала, что очень соскучилась по вязанию круглых кокеток. И быстро у меня получилось буквально за неделю связать вот такой очаровательный, красивый джемпер, который искрит, сияет, очень красиво переливается. Я назвала этот джемпер Линда. Я всем своим изделиям даю какие-то названия. Так у меня откладывается, что я вспоминаю именно по названиям свои изделия. У меня ассоциация с цветом сейчас произошла по цвету лиловый, да, все-таки это больше такой лиловый цвет, поэтому мне пришло на ум, да, имя Линда. И этот джемпер я так и назвала Линда. Для вязания этого джемпера я его вязала именно на теплую осень и на весну. Я уже знакома с подобным составом пряжи. Пряжа разная, да, вот один и тот же состав, 100% буретный шелк. Но, конечно, в зависимости от производителя пряжи, сама она может быть абсолютно разная. Я купила палетту, да, летом, получается, я купила совсем случайно, увидела скидку на два вида шелка, на шелк Малбери и буретный шелк. Мне понравился и тот, и другой. Я взяла по 300 граммов, по-моему, шелка, и оба уже их использовала в своих изделиях. Это 100% буретный шелк. Сейчас я вам бумажечку найду, но я уже, конечно, говорила то, как называется. Здесь большое название: Filati Burati FB Silks. Это бурет. 100% буретный шелк в 100 граммах 400 метров. Цвет, вот я такой цвет называю розово-сиреневый. Он не розовый. Для меня розовый это совсем другой цвет. Он что-то среднее, потому что не сказать, что он сиреневый, потому что в розовину отдает. Ниточка у этого буретного шелка очень мягкая. Очень мягкая. И несмотря на то, что здесь 400 метров в 100 граммах, но нить плотная. И если, например, вязать только в одну нить, то можно смело было брать спицы номер 3, 3,25 и вязать это изделие. Но мне захотелось приукрасить эту пряжу, и я добавила микропаетки на хлопке. Это известная пряжа. У нее китайское производство этого хлопка, но очень популярное. Я много вязала в своих изделиях, использовала. Мне нравятся эти микропаетки, 2-миллиметровые они. И у меня был моток, я тогда покупала два. Один я использовала в своем джемпере сиреневый микс, и один моточек у меня остался.
Несмотря на то, что по цвету они отличаются и могли бы создавать меланж, но, как видно на полотне, что они так хорошо слились друг с другом, что здесь меланжа нет. Здесь получился такой красивый лиловый однородный цвет. По расходу сразу же скажу. Расход очень замечательный. Я вяжу на 44 российский размер. И у меня было 300 граммов, ушло 190 граммов буретного шелка и 90 граммов микропаеток. Значит, не помню, сказала, 800 метров 100 граммах. Я знаю, что моток 100-граммовый, вот с микропаетками, в котором 800 метров на 100 граммов, мне хватает на джемпер с длинными рукавами. То есть я как бы это уже знаю. Здесь у меня осталось 110, это, возможно, даже да, на летнюю маечку, может быть, даже и хватит. Спицы я использовала 3,5. И как отмечают многие мои зрители, что у меня редкие узоры, да, я очень люблю что-то редкое, необычное, интересное. Мне нравится поразбираться, особенно когда бывают очень интересные условные обозначения. Нет, в схемах бывают значки очень интересные и не встречающиеся, например, как бы постоянно. Мне очень нравится поразбираться, как это вяжется. И когда я увидела этот узор, конечно, я в него влюбилась и решила, что мне обязательно нужно связать изделие для себя таким узором. Был тоже вопрос, составляю я свои модели сама или беру откуда-то. Я беру только узоры. Узоры нахожу и использую в своих изделиях. А свою модель я продумываю сначала в голове, продумываю, рисую, как бы я ее представляла, а потом уже воплощаю в жизнь. Многие могут сказать, а что вот здесь круглая кокетка, что здесь, что здесь придумывать? Но я могу поспорить с вами, потому что когда я стала знакомиться с таким видом вязания, как круглая кокетка, вот, например, на мне тоже очаровательная круглая кокетка с очень красивым узором. Здесь очень много нюансов. Я перевязала большое количество изделий с круглыми кокетками, чтобы понять, как посадить изделие с круглой кокеткой так, чтобы оно сидело идеально. У меня не всегда это получалось, хочу вам сказать. Бывают такие моменты. Вот у меня, например, да, есть такая особенность, что у меня есть прямые плечи. И расчет, который классический расчет на круглую кокетку, он мне не подходит. Я беру совсем другой расчет, совсем другую мерку, чтобы мои изделия вот с такими круглыми кокетками сидели на мне идеально. Это первое. Второе, что в круглых кокетках, это вывязывание ростка. Росток тоже может быть разный. Вот здесь, например, в этом изделии у меня вывязан классический росток сверху. Такие изделия тоже хорошо сидят, но единственное, что как бы вот этот узор по спинке, он немножечко, да, то есть как бы ниже смотрится, вверху идет лицевая гладь. Не всем это нравится, и как бы мне тоже больше нравится, когда узор идет полностью сверху, а росток вывязывается уже иным образом.
Азиатский росток я в своих моделях не вяжу вообще. В самом начале, когда я только знакомилась с техниками реглан, знакомилась с круглой кокеткой, и я использовала и вязала в своих моделях азиатский росток. Но сейчас вообще уже, ну, много, наверное, года 3 точно я такое не делаю. Тоже я своим путем вывела росток, такой росток, который подходит и который сажает изделие, так, что оно сидит замечательно. Поэтому неважно, какая техника, она может быть очень хорошо знакомая. И есть люди, которые вяжут в одном ключе, ничего не меняя. Это, конечно, дело абсолютно каждого, но я люблю узоры. Мне нравится использовать разные узоры. Мне это очень интересно. И поэтому любую модель, которую вы видите, конечно, можно интерпретировать под себя. Я сначала, когда увидела узор на изнаночной глади, я думала, что дальше у меня все изделие будет в изнаночной глади. Но здесь так построен узор, что он красиво переходит в лицевую гладь и смотрится просто чудесно. Меня также спрашивали по поводу того, что, да, где находите. Я никогда не скрывала, и я думаю, как и многие рукодельницы, где мы вдохновляемся в интернете. В интернете мы находим узоры разные. Журналы я уже давно не покупаю. У меня раньше было большое количество журналов, я их складывала в папки, но когда у меня их накопилось где-то около сотни, я поняла, что меня это уже не вдохновляет, и у меня нет такого желания пересматривать такую огромную кучу журналов, поэтому я их очень быстренько раздала, оставив себе совсем немножко. Книги в большом количестве я тоже не покупаю. Да, у меня есть парочка книг, но сказать, что в большом количестве нет. Я бы хотела еще, вот у меня есть в задумках, давно уже тоже в корзине лежит книжка с узорами от Hitomi Shida, но вот пока еще тоже я ее не приобрела. И как многие рукодельницы говорят, что они могут изменить схему так, как им нужно. Я тоже так делаю. Например, в моей кофточке Соломеи я тоже одну из схем меняла под себя. Почему я говорю одну из схем? Потому что кокетки не всегда состоят из одной схемы. Вот эта кокетка состоит из 3 схем. Здесь я тоже вносила свои коррективы, меняла под себя, ну потому что, как говорят, я художник, я так вижу, и каждая рукодельница вяжет так, как она видит изделие на себе. На этот джемпер я снимала подробный мастер-класс. Он у меня получился на 1,5 часа. То есть, как вы понимаете, очень подробная информация. От расчетов, как я выполняю расчеты. Я люблю все просто, чтобы было и доступно, так я и объясняю всегда. И то есть все основные моменты, провязан каждый ряд 3 схем кокетки, все основные моменты до обработки изделия. На этот джемпер будет платный мастер-класс. В платном мастер-классе будет представлено 2 файла. Первый файл — это видеофайл, где вы получите подробную информацию, видеоурок. Но также хочу сказать, рассчитывайте свои силы. Это изделие не относится к уровню простого изделия. То есть все-таки свои силы рассчитывайте. Я все подробно объясняю. Для себя, вы знаете, я такой человек, я не пасую перед трудностями. Если меня что-то заинтересовало, если мне что-то интересно, я дойду до истины и свяжу. Я всегда говорю, если есть желание, то человек все равно сделает. Поэтому все зависит от ваших желаний. Ваши возможности, в том числе тоже, вязание зависит от вашего желания, от вашего упорства, от вашего усердия. Конечно, вязание — это кропотливый труд. Но здесь все мы собрались, такие вот вязальщицы, которые любят вязание. А вязание — это не просто твой стиль, это твоя индивидуальность. Итак,
немножко отвлеклась. Итак, видео файл, и второй это PDF файл, в котором будет краткое описание, плюс все схемы с условными обозначениями, какими-то моими комментариями. Технический узор также я предоставляю. Это первое. И такой мастер-класс можно приобрести двумя способами от меня. Стоимость будет 800 рублей, либо на Бусте. Стоимость будет дороже, все зависит от комиссии с сайта. И также меня спрашивали несколько человек в комментариях про схемы. Я могу предоставить вам также, вы можете приобрести у меня только схемы с условными обозначениями, потому что не все хотят мастер-класса, не всем они нужны, а схемой бы воспользовались. И в этот раз я также решила, что предоставлю просто отдельным файлом только схемы и условные обозначения так, как они есть, без каких-либо моих комментариев. Вы тоже можете приобрести двумя способами. Либо от меня, это будет тогда стоить 300 рублей, либо на Бусте. На Бусте это будет стоить чуть дороже. Как связаться со мной, чтобы приобрести? С правой стороны под видео нажимаете еще, и будет вся информация в описании к видео. Будут ссылки, будет моя электронная почта. Для того, чтобы связаться со мной, пишите на электронную почту. Я вам отвечу и уже потом все вам напишу. Мне очень нравятся изделия с круглыми кокетками, они выглядят женственно, и сейчас очень много схем, которые можно взять, интерпретировать под себя. Поэтому, как всегда, в конце видео я хочу вам сказать: вдохновляйтесь, творите, создавайте, будьте неповторимы. Ну а я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.